Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также появился закрытый канал на Бусти. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-расклады, тот контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня появился Telegram-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на YouTube-канале и на канале на Бусти. С нами сегодня карты Deviant Moon, безумная луна Патрика Валенса. Здравствуйте, карты. И поговорим мы сегодня с вами о таком человеке, как Ильназ Галиевиев. Массовое убийство в гимназии номер 175 в городе Казани произошло утром 11 мая 2021 года на улице Джаудат Файзи. В результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек, 32 человека пострадали. Совершивший данное преступление бывший ученик этой школы Ильназ Галиевиев сдался и был задержан, а спустя почти 2 года, в апреле 2023-го, признан судом виновным и осужден и приговорен к пожизненному заключению в колонии Соль-Илецка «Черный дельфин». Кто же такой этот Ильназ Галиевиев? Какие мотивы у него были в тот злополучный день, и состоял ли он в сговоре с кем-то, или это массовое убийство, дело рук исключительно Галиевиева и его нездоровой психики, узнаем сегодня. Первое, что я хотела бы узнать об этом человеке, это характеристика его личности. Покажите нам, пожалуйста, карты, характеристику личности Ильназа Галиевиева. Какой человек на самом деле? Характеристика личности Ильназа Галиевиева. Что это за человек такой? Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Ильназа Галиевиева. Что это за человек? Характеристика личности Ильназа Галиевиева. Двойка кубков. Человек ведомый, человек жертва. Здесь на карте мы видим девушку, которая находится в лапах смерти. Выпить со смертью на брудершафт, я еще люблю называть эту карту так. Здесь какие-то страдания, какие-то мучения причиняет сама смерть девушке. Обратите внимание, кровь на полу, да? Здесь ведется какая-то игра между смертью и между девушкой. Обратите внимание на пол, он шахматный, да? Противостояние добра и зла, белого и черного всю нашу жизнь. И здесь кто-то является манипулятором, кто-то является жертвой. Соответственно, здесь по двойке кубков человек может страдать раздвоением личности, и в его голове может быть как жертва, так и манипулятор. И человек также может быть жертвой системы, жертвой тех людей, которые его когда-либо обижали. Но тут у меня такое ощущение есть, что именно Ильназа когда-то очень сильно унижали, принижали, обижали, манипулировали им, от чего он защищается. А здесь еще у нас защищается чакра Сватхистана. Сватхистана это у нас половая, интимная чакра. Возможно, были какие-то проблемы в интимной части, да, несмотря на то, что человек молод, человек там 19, сейчас 21 год, да, ему, были какие-то проблемы с женщинами и были какие-то проблемы, возможно, даже с мужским полом. Я ничего не хочу сказать, но вполне возможно, что человек имел нетрадиционную ориентацию, да, и здесь чакра Сватхистана защищается, закрывается от внешнего мира, да. Здесь, возможно, даже было какое-то физическое насилие, да, изнасилование от кого-то, возможно, даже от мужского лица. И здесь человек, как говорится, поплыл, да, после всего этого. Поплыл, в каком плане у него все-таки есть какие-то психопатические расстройства. Мы сейчас еще, конечно, посмотрим на других картах, да, но здесь двойка кубков говорит о явном раздвоении личности, о явном присутствии психопатических расстройств, о том, что с ним вели какую-то нечестную игру, о том, что он страдал какое-то время, да, и о том, что он страдал у себя в голове, то есть не мог примириться со своим инь и янь, со своим мужским и женским. И в его голове была как жертва, так и манипулятор, то есть он немножечко раздвоен, этот человек, да, даже луна здесь не растущая, не убывающая, а как рога дьявола, где-то посерединке. Здесь говорится о том, что человек является жертвой системы, человек слаб внутренне, слабохарактерный, добросердечный, вообще, может быть, он был когда-то, да, но на его добросердечности играли, да, то есть с ним играли, скажем так, его не выпускали из каких-то лап, такое ощущение, что его как будто бы
принуждали к чему-то, вот здесь вот об этом, а он не мог от этого принуждения отказаться, и судя по кубкам, здесь как раз-таки принуждение к чувствам каким-то, к эмоциям каким-то, да, издевательство над чувствами и над эмоциями подростка, человека, который, возможно, имел традиционную ориентацию, и, возможно, что-то случилось, да, возможно, было какое-то применение физического насилия, вот здесь об этом говорится. Ему сейчас мало лет, да, как я уже сказала, да, 21 год всего лишь, и за это время, возможно, он потерпел какое-то физическое насилие, да, и, возможно, он сам является человеком, как я уже сказала, нетрадиционной ориентации. Вот здесь об этом речь. Были ли у Ильназа психопатические расстройства? Вот мы сейчас узнаем, да, были ли у Ильназа Галиева психопатические расстройства личности, заболевания какие-то психологического характера, да? Были ли у Ильназа Галиева, если сейчас, да, были ли у Ильназа Галиева, если сейчас психопатические расстройства и заболевания? Были ли у Ильназа Галиева, если сейчас психопатические расстройства и заболевания? Да, ну, притворство, карта мимикрии, да, пришлось притворяться человеку, он на самом деле не был тем, кем он являлся, да, то есть ему приходилось все время притворяться и под кого-то подстраиваться. Человек жертва, я же говорю, да, человек под кого-то постоянно подстраивается, переодетый Паш Кубков в рыбку, да, иди сюда, моя хорошая, я тебе что расскажу, да, но он переодет в эту рыбу для того, чтобы подстроиться, под систему или под какого-то определенного человека или людей. На самом деле это ему причиняло боль, да, по десятке мечей. Он хотел переродиться, стать другим человеком, да, стать тем человеком, который несет свои чувства и эмоции на показ, и всем показывает, какой он есть на самом деле, да, каким он на самом деле является. Я же говорю, здесь вполне могут проходить люди с нетрадиционной ориентацией, да, люблю не девочек, люблю мальчиков, но хочу показать это всему миру, королева кубков здесь даже вышла, да, я с женской позиции себя воспринимаю, то есть я про Ильназа Галиева сейчас говорю, да, я воспринимаю себя с женской, а не с мужской позиции, то, что я мужчина, я притворяюсь, понимаете, а я хочу все свои чувства, все свои эмоции показать этому миру, однако мир меня не примет, мир меня не понимает таким, какой я есть на самом деле, и десятка мечей говорит о том, что ему больно от этого осознания, понимаете, вот здесь вот нет явных психопатических расстройств, здесь есть непринятие со стороны этого мира, да, и, естественно, жертвенность, которая потом переходит в какие-то тревожно-депрессивные расстройства и раздвоение личности, как я уже сказала по первой карте. Здесь одни кубки выходят, да, он не мог выразить свои чувства, его чувства не понимали, глубокий человек очень, да, на самом деле, несмотря вот что он совершил, да, сейчас можете что угодно мне писать, да, какой он глубокий человек, он убийца, я все прекрасно понимаю, что у вас сейчас на уме, что вы чувствуете, да, я прекрасно понимаю родителей, которые потеряли своих детей, поверьте мне, но дело в том, что я сейчас раскрываю именно характеристику личности человека, да, и он глубоко чувствующий человек, мысли и чувства которого вы просто не поняли, он немножечко повернул не туда, сошел с ума и, соответственно, совершил вот это громкое преступление, да, которое прогремело на весь мир. Был ли Ильназ вменяем в момент совершения преступления? Был ли Ильназ Галиев вменяем в момент совершения преступления 11 мая 2021 года? Был ли Ильназ Галиев вменяем в момент совершения преступления 11 мая, карта перевернулась у меня, 11 мая 2021 года. Это такое ощущение, что... Ну, сейчас я расскажу, друзья мои, все карты вытяну. Был ли Ильназ Галиев вменяем в момент совершения преступления 11 мая 2021 года? Так. Угу. Тут... Знаете, о чем речь? Тут план долго вынашивался, давно вынашивался, и хотел он осуществить этот план, да, план по как раз-таки тому, чтобы кому-нибудь причинить такую же боль, которую он испытывал. Как я уже сказала, по рыцарю кубков это человек земного знака зодиака, скорее всего, который очень приземлен, думает логически, рациональной стороной к нам повернут, однако посмотрите на рыцаря кубков. Он как конек-горбунок.
у него нет ног, у него нет какого-то своего мнения, и он не может его выразить. Он полностью в латах и в доспехах, несет в этот мир свой кубок любви и чувств, однако его не понимают, его не принимают по тройке мечей. Это непринятие вызывает у него боль, вызывает у него досаду, его не принимают даже свои самые близкие люди, да, касаемо родителей, родственников каких-то, да. Его, возможно, кто-то предал, кто-то, возможно, ему сказал, что нет, мы тебя не принимаем таким, какой ты есть на самом деле, да. Рыцарь кубков полностью черного цвета, я говорю, это очень глубокий человек, очень ранимый, а ранимые люди, безумно чувствительные, безумно чувственные люди, они, велика вероятность, наверное, в 90% из 100, что они совершат какие-то преступления громкие, да, если их не принимает и не понимает этот мир. И да, он был вменяем в момент совершения преступления, что я вам хочу сказать, да, мы же отвечаем на этот вопрос, но здесь нам еще историю рассказывают о том, что этот план давно вынашивался, да, этот человек долго думал о том, сделать или не сделать, да, и, наконец, принял решение, но принял решение неправильное, да, Паш Пентакли, это неправильное, неверное решение. Еще он от кого-то оборонялся, кто-то, такое ощущение, как будто бы с ним играл какую-то хитрую игру, такое ощущение, как будто ему в мозг кто-то подселился, да. Тут либо раздвоение личности, действительно, либо вот у меня сейчас следующий вопрос будет, являются ли действия Ильназа спланированные операцией спецслужб, или он сам до этого додумался, да. Вот здесь такое ощущение, как будто кто-то ему еще на мозг капал, такое ощущение, как будто кто-то им как пешкой на шахматной доске игрался, и он от этого защищался. Возможно, сам бы он не исполнил, так скажем, этот приговор в действие, да, возможно, сам бы он не сделал этого, однако как будто бы кто-то ему это насаждал, как будто бы кто-то проник в его мозг, в его голову, и он пытался отбиться от этих мрачных мыслей. Это либо его мысли, либо это какие-то люди, которые попытались и сыграть с ним в такую жестокую игру, потому что он был уже на пределе. Понимаете, вот здесь об этом речь. Был ли нас вменяем в момент совершения преступления? Да, он был вменяем. Однако есть такой вариант, что ему промыли мозги. Он хотел это сделать, однако, возможно, он бы не сделал это, если бы его не подтолкнули. Вот здесь речь об этом. Я его ни в коем случае сейчас не защищаю, мы просто с вами выясняем хронологию событий, да, что действительно произошло с этим человеком. Вот здесь вот как раз-таки, да, следующий вопрос. Являются ли действия Ильназа Галиева спланированной операцией спецслужб, у меня прям сразу иерофант выпадает, ну представляете, да? Он марионетка в чьих-то руках, он был и является сейчас марионеткой в чьих-то руках. Было ли, являются ли действия Ильназа Галиева спланированной операцией спецслужб? Пожалуйста, иерофант, спецслужбы, власть, да, тот, кто на верхушке стоит, и тот, кто держит обычный народ, обычный люд в кармашке, особенно тех людей, которые манипулируемы, хорошо идут за теми людьми, которые находятся у власти, да, простите, расфокус у меня, друзья мои. Были ли действия, являются ли действия Ильназа Галиева спланированной операцией спецслужб, или он действовал в одиночку, исходя из собственных интересов, да, иерофант у нас выпал. Его было очень легко завербовать. Отшельник, человек-урод, да, человек-урод не в прямом смысле этого слова, да, а в переносном. Он про себя думал, что я урод, не подходите ко мне, я какой-то не такой. Я же говорю, здесь очень-очень, у меня прям вот все карты выходят, очень напоминает то, что он какой-то не такой, это значит, что-то не то было с ориентацией. Вот что может быть не то у мальчика 19 лет, ну что еще может быть, да, в этом возрасте? Это то, что меня не принимает этот мир, он меня не примет, он меня не услышит, и даже Бог мне не поможет. Рыба здесь как отсылка к Богу, к Иисусу Христу. Рыба как отсылка к тому, что все живое произошло из воды. Но здесь валяется тухлая рыбина, это значит, что слова Господа Бога не будут услышаны слова Вселенной. Да? Он сам в себе замкнулся, и он стал отшельником. И этого отшельника легко завербовать какими-то спецслужбами, скажем так, да, являются ли действия Ильназа Галиева спланированной операцией спецслужб. Ну, конечно же, да, королева жезлов – это война, это те люди, кто стоят на обороне, да, на защите людей или наоборот, на их вербовке, скажем так, да, или он действовал в одиночку, исходя из собственных интересов. Нет, конечно, да, опять карта мимикрии, карта притворства. Опять выпадают эти три карты, причем выпадают так, как выпали, да, интересно, здесь вот Паш Кубков, карта мимикрии, да, я притворяюсь, я не тот человек, кем я являюсь на самом деле, услышите меня, люди, я притворяюсь, от этого мне безумно больно, я не могу выразить все свои чувства, как вот эта королева кубков, да, королева кубков еще может обозначать знак зодиака, дева, да, то какой-то женственный знак зодиака такой, и человека, который, опять еще раз повторюсь, является человеком нетрадиционной ориентации, который не может выразить этому миру
кем он является на самом деле. Его не понимают. Его по королеве жезлов воспринимают в штыки. Ты не такой, как все. Я отшельник, я отброс общества. Но что мне еще делать, кроме того, как отомстить этим людям? Да? Он вынашивал план мести, однако он бы не совершил этого без определенных спецслужб. Иерофант у нас вышел, друзья мои, не зря здесь. Его держали в кармане какие-то спецслужбы наши, да, верхушка нашего общества, скажем так, и завербовали просто этого отшельника, который и так находился в десятке мечей, но он хотел перейти во что-то новое, он хотел, чтобы о нем узнали, чтобы о нем услышали, скажем так, да, и чтобы он первый раз в жизни стал самим собой, понимаете, был самим собой. Потому что Паж Кубков — это не тот человек, это карта мимикрии, карта притворства. Он притворялся всю свою жизнь, и он все вот эти чувства, все эти эмоции, которые он хотел выплеснуть, он носил в себе. Здесь об этом. Являются ли действия Ильназа Галевиева спланированной операцией спецслужб? Да. Да, у него были мысли о том, чтобы... У него были мысли даже о том, чтобы покончить с собой. Не для того, чтобы... Не чтобы причинить какую-то боль людям, да, которые ему причиняли какую-то боль, досаду. У него были мысли о том, чтобы покончить с собой, однако это вылилось в массовый расстрел, массовое убийство. И поэтому ему так легко было в конце, после того, как он расстрелял бедных несчастных детей, ему было легко сказать, что я сейчас там и с собой покончу, да, я так понимаю, то, что он с собой хотел покончить. Вот здесь как раз вот он изначально хотел покончить с собой, однако его действия некий иерофант, некая верхушка власти перенаправила вот в массовый расстрел, который им был необходим, им был нужен. Этого человека было легко завербовать. Они просто искали такого дурачка, такого отшельника, понимаете, который жил не своей жизнью, который все это время притворялся. Плюс ко всему, хочу вам сказать, людей с нетрадиционной ориентацией, людей, подростков, особенно тех, которые не принимают общество, те, которые не принимают свои же собственные друзья, да, их очень легко завербовать в спецслужбы. Применялись ли какие-либо технологии по управлению сознанием Ильназа Галевиева для совершения преступления? Применялись ли какие-либо технологии по управлению сознанием Ильназа Галевиева для совершения преступления? Те же самые МК-Ультра, да, любые другие программы, которые применяются для того, чтобы запудрить людям мозги. Применялись ли какие-либо технологии по управлению сознанием Ильназа Галевиева для совершения преступления 11 мая 2021 года? Применялись ли какие-либо технологии по управлению сознанием Ильназа Галевиева для совершения данного преступления? Так. Значит так, друзья мои. Здесь такое ощущение, и мне рассказывают такую историю, как будто бы когда он был в семье, такое ощущение, как будто он сначала жил в семье, а потом не жил в семье, да, как ушел из семьи, так скажем, да, у него мама, папа там, насколько я знаю, да, не знаю, там есть ли братья и сестры, честно говоря, не интересовалась этой историей так глубоко, да, этим персонажем, но здесь такое ощущение, как будто когда он ушел из семьи, тогда на него добрались те самые спецслужбы. Да, у него стояла какая-то программа по тузу Пентаклей, какая-то программа масштабная какая-то, да, программа целой вселенной, скажем так, да, здесь дракошка держит туз Пентаклей, никому не отдам, да, по устранению людей, да, здесь рыцарь жезлов, человек-воин, я устраняю людей, да, мне что-то запрограммировали, в мою голову что-то вбили, в мой мозг что-то запрограммировали, и я пошел убивать. Рыцарь жезлов — это человек-воин. Я пошел убивать по приказу королю мечей, да, король мечей и какие-то его приспешники, которые владеют этим миром, то есть спецслужбы. Да, его действительно запрограммировали. Это действительно было не его желание, скажем так, да, не только его желание, сам бы он, наверное, не смог пойти и это сделать, скажем так, да, у него не было на самом деле никакого синдрома Бога, у меня здесь об этом нет никакой речи, ничего не выходит, это просто глубоко несчастный человек, которого никогда никто не понимал, его быстренько запрограммировали на устранение других людей, на устранение детей, да, и после того, как он ушел из своей семьи, после того, как он начал, видимо, жить отдельно, я так понимаю, к нему пробрались вот эти вот спецслужбы, вот этот король мечей, который что-то там написал, что-то там запрограммировал, что-то вбил ему в голову, да, и он перестроился, мозг его перестроился и направлен был как раз-таки на то, чтобы устранять других людей. Вот здесь об этом речь. Применялись ли какие-либо технологии по управлению сознанием Ильназом Галевиевым для совершения преступлений? Да, применялись.
Почему именно 11 мая было совершено преступление, да, было совершено массовое убийство в гимназии номер 175? Почему именно 11 мая? 5 рыцарей жезлов. Ага, заключен какой-то договор по темной луне с императором. Ну да, его завербовали, я же говорю. Да, здесь, во-первых, у иллюминатов, у тех людей, которые правят, так скажем, этим миром, да, у верхушки, у общества, у спецслужб каких-то определенных, у темных личностей, да, здесь как празднование какое-то, да, 11. Тут даже, тут двоечка вроде бы, да, но если посмотрим, это и цифра 11 тоже может быть, да, и цифра 11, она какая-то значимая у вот этих людей, у императоров, у иллюминатов, у тех людей, которые держат вот так вот под скипетром своим золотого бычка, да, то есть здесь говорится о том, что у глобалистов, у иллюминатов, у тех людей, которые управляют этим миром, еще раз говорю, 11 – это какое-то число, когда совершаются какие-то преступления. Рыцарь жезлов. Совершаются преступления 11 числа по императору, да, потому что император так сказал, потому что по темной луне так положено, да, и после того, как происходят какие-то массовые убийства, после того, как происходят какие-то расстрелы, какое-то волнение в обществах, именно 11 числа, да, появляется какой-то один король жезлов, который ведет свою страну, своих людей в светлое будущее, якобы, да, то есть здесь это очень важно почему-то для иллюминатов, для глобалистов, именно 11 числа, тут даже двоечка, говорю, вышла, как 11, именно 11 числа совершать какие-то вот эти преступления массовые. Вот здесь очень важно по темной луне, потому что заключение договора с темными силами, да, еще раз говорю, означает подчинение каким-то определенным правилам, да, и здесь все вот эти массовые убийства, расстрелы какие-то, что-то вот такое должно происходить в определенные числа. Я не говорю, что только 11 числа, да, есть какие-то определенные числа, после которых появляется один какой-то добрый человек, да, который: я вас спасу, я вас проведу в светлое будущее, этого больше никогда не случится. Вот здесь вот об этом речь, да, почему именно 11? Потому что значимая какая-то цифра, это не просто выбранная дата. Это я уже говорю не про Ильназа Галиева, это я уже говорю про спецслужбы, да, которые все это организовывают. Какая глобальная цель у тех, кто программирует подобных людей на совершение подобных преступлений, да, в школах, допустим? Какая глобальная цель у тех, кто программирует подобных людей на совершение подобных преступлений, массового расстрела в школах, допустим, потому что это не только в нашей стране происходит, да, но и в других странах, в Штатах и так далее. Какая глобальная цель у тех, кто программирует подобных людей на совершение подобных преступлений в школах, вот, например, да? Ну, здесь именно берут тех людей, которые для совершения этих преступлений берут именно тех людей, которые отчаялись в этой жизни, которые подверглись какому-то буллингу, какому-то неуважению со стороны социума, да. Здесь, как я уже сказала, вербуют именно тех людей. А какая глобальная цель? Дети. Так. Жертвоприношение детей, да, повешенные — это у нас фиктивность, это жертвы, да, жертвоприношение детей по солнцу — это дети, двое детей танцуют под солнцем, да, некой королеве жезлов. Королева жезлов — это, как я вам уже говорила во многих своих раскладах, это некая дьяволица, которая владеет этим миром вместе со своим дьяволом, так скажем, да, и которым нужны все эти войны, распри и все, что происходит в этом мире нехорошего и плохого. И вербуют они именно отшельников, которые всю жизнь притворяются и живут не своей жизнью. И вот эти отшельники как раз-таки соглашаются на указы, на приказы спецслужб, которые работают на неких иллюминатов, да, и на дьяволицу, на королеву жезлов. Королева жезлов — это королева пламени, королева ада, королева воин, да, здесь в данном случае она амазонка такая, королева войны, скажем так, да, и здесь нужны именно дети. Дети являются хорошим жертвоприношением. Дети либо очень светлые люди, такие вот, как вот недавно погиб Юра Шатунов, да, Юрий Барабаш также, да, Петлюра, и все остальные люди, про которых я буду делать расклад тоже, да, вот они как раз являются жертвами, да, людьми,
который очень хорошо подходит под жертвоприношение, скажем так, да, ну и здесь обычные дети тоже подходят замечательно, потому что кровь такая свежая, хорошая, чистая, скажем так, да, и какая глобальная цель? Это жертвоприношение своей королеве жезлов, да, для того, чтобы дальше существовать в этом мире, дальше подчиняться своей королеве жезлов, приносить ей дары. Королева жезлов просит детей, да, она любит детей, скажем так. Здесь вот об этом речь. Следующий вопрос был, почему именно Ильназ им подошел, мы уже поняли, да, мы уже поняли суть Ильназа, почему он им подошел. Следующий вопрос, Ильназа осудили справедливо или он является ли жертвой системы? Ильназа Галилеева осудили справедливо или он является ли жертвой системы, в которую он попал, да? Ильназа осудили справедливо или он является ли жертвой системы? Буквально 3 карты. Ну, конечно, жертвой королевы жезлов, да, жертвой системы, он является королевой жезлов. Это, как я уже сказала, да, женщина-воин, женщина-дьяволица, которой нужны дети, которой нужны жертвоприношения, нужны чистые люди. Чистых людей она ищет не только в жертвах, да, но и в тех людях, которые будут это делать, да, соответственно, совершать это жертвоприношение. Ну, я же вам сказала, да, три те же самые карты выходят. Мешаешь, 3 те же самые карты выходят. Он является жертвой. Повешенный – это жертва, это состояние виктивности. Но жертва, к сожалению, знает о том, что она жертва, и не может выбраться из этого состояния, понимаете? Здесь настолько подсаживаются в мозг, здесь настолько крутят, вертят какие-то свои программы, типа МК Ультра, да, здесь настолько людям внушают, что им нужно делать, что человек просто не может выйти из состояния повешенного. И начинает быть управляем некой королевой жезлов. А на королеву жезлов там работают массы там, людей, да, спецслужб и так далее. Поэтому он здесь является жертвой. Хотите, осуждайте меня, хотите, нет, я говорю как есть. Повешенный – это самая такая жертвенная карта состояния виктивности. Что вам еще сказать, да? Отсидит ли Ильназ Галилеев полностью свой срок до своей собственной смерти или с ним что-то случится в колонии? Отсидит ли Ильназ Галилеев полностью свой срок до своей естественной смерти или с ним что-то случится в колонии? Отсидит ли Ильназ Галилеев полностью свой срок до своей собственной смерти или с ним что-то случится в колонии? Ему все вернется, да? Несмотря на то, что он является лишь жертвой системы, ему все вернется, потому что он не смог распознать, где добро, а где зло. По колесу фортуны все возвращается. Тут ад, да, для человека подготовлен, какие-то муки подготовлены для человека. Какое-то перерождение, возможно, не очень хорошее, да, в следующей жизни, в другом теле, в не очень хорошем теле. Плохое перерождение какое-то, все вернется. Отработаешь все свои долги, свою карму, да, тебе все вернется на том свете, да, говорят карты. Потому что ты не смог отличить черное от белого. Да, тебе было страшно, а страх – это один из самых страшных грехов, да. Ты был дураком, тебя подчинили себе полностью, да, и поэтому ты попадешь не в самое лучшее место, да, после смерти, и будешь там пребывать в апатии, в депрессии и так далее. Но такое ощущение, что здесь он не отсидит полностью свой срок до своей естественной смерти, с ним что-то случится, как будто как по голове дают, понимаете, как по голове ему дали, он оказался в другой жизни, скажем так, да, в другом измерении. Тебе все вернется, потому что ты не смог отличить белое от черного. Тебе было страшно, ты поддался каким-то своим мыслям, да, какому-то своему апатичному подсознанию, и ты пойдешь прямиком в ад. И ты будешь испытывать там какие-то невероятные муки. Ты пожизненный пленник. Дурак – это пожизненный пленник, который никак не может выбраться из этого красно-белого костюма, да. Обычно черно-белый костюм у нас у заключенного, но здесь красно-белый, потому что это биполярное расстройство личности. Здесь об этом речь. Отсидит ли он полностью свой срок до своей естественной смерти? Нет, он умрет раньше. Умрет молодым, кстати, умрет дураком, да, еще не познавшим этот мир. Такое ощущение, как будто это будет насильственная смерть, ему как будто по голове дадут, чтобы он ничего не рассказал, да, потому что знают то, что он боится, и, возможно, он может рассказать какие-то такие вещи, которые люди знать не должны. И для того, чтобы он раньше времени покинул этот мир, конечно, его уберут, да.
Но думать надо было раньше, нужно было отличать черное от белого, говорят карты. Это был расклад такой непростой, правильно, с Галевиева. Пишите, пожалуйста, что вы думаете об этом человеке. Жду ваши комментарии, вопросы к этому видео. Также прошу поставить лайк, подписаться на канал, если вы не успели этого сделать. А я вас очень люблю. До новых встреч!